Накануне войны наша семья была бабушка, отец, мать, брат, сестра и я. Я училась в школе в 5 классе. Закончила 5 класс. Ну и летом мы уехали в Ирицу. Там мать наша работала бухгалтером. Это был выездной лагерь военный. Она, в Асахиме она работала. И лагерь был в Ирице. Там работала она главным бухгалтером, а мы были с ней. Брат учился в ремесленном училище. Он был в этом лагере от училища. А мы с сестрой, сестра у меня родная была на 9 лет младше, были с мамой. Ну, 41 год, вот 22 июня началась война, а 23 июня у меня был день рождения. Готовились отметить. Девочек позвала, там купили печенье, конфетки. И вдруг 22 числа утром просыпаюсь, выхожу, поскольку это был лагерь, там военные отдыхали, занимались спортом, курсанты. Был большой стадион. На стадионе были разные турникеты, на которых они занимались, снаряды. Там и кольца, и шведская лесенка. И были вокруг этого стадиона деревянные домики, в которых жили курсанты. Ну, когда 22 числа утром я пришла на стадион, мы бегали, всегда позавтракаем, мы бежим туда, на этих спортивных снарядах крутиться, и на кольцах, там, на всякой всячине. Смотрю, даже не удивилась, что такое. Все открыты двери в этих домиках, где жили курсанты. Тетрадки валяются, листы бумаги. Все разбросано, никого нет. Тишина. Народ идет такой скучный, не разговаривает никто, поникший. Ничего понять не могу. В обед прибежала мать и говорит, началась Великая Отечественная война. Война, говорит, началась. Будем собираться, надо ехать в Ленинград. Мы пошли на речку, все-таки не слушая мать. Оредиш река. И увидели, летит самолет. И на самолет на брюхе крест оранжевый, такой, с белым, с черным чем-то. И он начал стрелять из пулемета по воде. Так прямо, кто в речке был или нет, я сейчас не могу сказать, потому что мы напугались. Кто-то из взрослых закричал в кусты, в кусты. Мы побежали прятаться в кусты. Потом оттуда, когда самолет улетел, мы бегом домой прибежали. Мать прибежала бледная. Где вы были? Говорят, что дети были на речке. Там мальчика ранило. Не видели это, не знаю. Так вот ждали, когда она закончит свои дела, и приехали в Петербург, в Ленинград. Начались бомбежки, и первая бомбежка бомба фугасная попала в дом 13, напротив нашего дома 8. Мы все побежали смотреть. Идем к этому дому, а дом-то разбомбили. И он как все равно, вы знаете, как пирог вот разрезан этажами. Вот этажи, рояль висит на стенке в одном месте, в другом месте в квартире сохранилась полочка деревянная с полотенцем. Вы знаете, к стенке висит. Ну, такая картина, что этажами, вот как все равно разрезали на макете. Вот этажи, этажи и квартиры. И видно, что чего в квартире, конечно, все это летело вниз, свалка такая кошмарная. Вот это напротив Фурштадтской дом был. Вот этот дом бегали, смотрели. Были, знаете, предатели. Вот темно. И ходили, когда смотреть там вот
В дом попала бомба, но света не было, была светомаскировка, синие лампочки были кое-где. Вот так темно летит самолет. Вы знаете, летит так прямо нагруженный фугасками чувствуется. Ой, сейчас будут бомбить. И точно начинает бросать бомбы, а ему показывают вот ракету прямо. И в то место летит этот самолет, там бросает бомбу. Ну и наши, конечно, тут военные и с собаками бегали, ловили этих диверсантов, или как их назвать, предателей. Ну, когда война началась, начались вот обстрелы, начались бомбежки. Брат еще был с нами, бегал на крыше, бросал эти зажигалки. Там были такие пинцеты, щипцы. Там и были бочки с песком и с водой, и бросали вниз. Ну, потом он эвакуировался с этим училищем, со своим ремесленным. Это он учился в КИНАП. Такое было завод, при заводе было училище. Но пока он там учился, он ходил туда, еще действовало это училище. А потом он тоже начался голод, и он нам стал, сестре маленькой, которая на 9 лет младше, приносил суп. Там второе съест, какое уж там было второе, а суп приносил в баночке. Помню сейчас маленькая баночка, как майонезная. Там мутная вода и шарик жирный. Вот этот подкармливали сестру. Голод очень быстро начался. А до войны еще бабушка заваривала кофе, когда она всю гущу складывала в банку. Я говорю: бабушка, зачем ты гущу-то копишь? Она говорит: может быть, когда и пригодится. Пусть лежит, жалко выбрасывать, сухая такая кофе. А может быть, когда и заварим еще, пусть будет. Ну, вот эту гущу кофейную бабушка из нее делала котлеты. А мама в больницу папе возила вот эти котлеты. Нам давала по одной котлетке в день. А потом уже и гуща заканчивалась, и несколько котлеток делали, и спрятали вот в этот буфет наверх. И я пошла в магазин, прихожу из магазина, открываю двери, а сестра моя стоит на буфете, открывает эту дверцу, а там котлетки были, ей 4 года было. Я думаю, как я ее напугаю, если скажу. Я так подошла со стороны, ее так обняла, говорю: Зоенька, ты что, ты хочешь кушать? Она только головой кивнула. Так она не просила ничего. Я, значит, достала ей, отрезала маленький кусочек. Говорю: мама ругаться будет, нельзя, мама придется, сама даст. Так у нас семья была организованная. И потом, когда хлеб приносила я, мама хлеб начала делить. Ну, говорит, матери, этой бабушке, это мать по отцу была. Ну, я тебе отрежу, свекровь мамина, я отрежу побольше тебе. Берет кусок хлеба, отрезать побольше. А бабушка за руки ее держит, говорит: нет, Лидочка, ты, пожалуйста, всем одинаково. Все есть хотят. И взрослые дети. Режь одинаково. А мне-то 125 грамм только хлеба было. Я иждивенка была. Ну, резали. Когда все отрежет мама, всем по куску разложит. Ну, это кушайте как хотите. Хотите сразу, хотите на потом. Но мы все отрезали на потом. Но самое главное, что мы от этого куска всегда все отрезали моей младшей сестре маленькой, клали ей. Вот кто сколько отрежет от своего куска, от этой порции. Самый страшный месяц был это 42-й год, январь месяц. В январе умирает отец в больнице от голода. Бабушка дома умирает от голода. Ну, мы так держались. Надо бабушку хоронить. Мама пошла, поскольку она сотрудница гаража старая, пошла
договариваться, чтобы ей помогли бы бабушку похоронить на кладбище к дедушке, не бросать. А были брошенные люди, валялись на улице. Много было зашитых в простынь. Вот просто вот фигура человечья лежит в простыни. И мы не боялись, ходили мимо. Ничего как-то. Или на санках люди возили, там, где собирались эти все трупы. Ну, бабушку мама хотела похоронить на кладбище, стала просить разрешения. Ей разрешили, дали в гараже ей санки. Пришла пешком ее сестра, ее родная дочь от Нарских ворот шла пешком. Ну, хоронить собрались. Мой брат еще был здесь, двоюродный брат, сестра вот двоюродная и мама. Вот они потащили санки по Неве с бабушкой до Охтинского кладбища. Ее там похоронили рядом с дедушкой. А рассчитаться надо было, деньги мало кому интересовали. Мама табак этот. Когда она сказала там на работе, что она вот хоронит, ей там женщины тоже дали свой табак. И вот могильщикам она отдала свою порцию хлеба и табак отдала им. Они тогда вырыли там, как уж вырыли, похоронили бабушку. Там могилу дедушки. Вот это помню. Ну, бабушка лежала долго на столе. И я одна с ней, и маленькая сестренка, было 2 комнаты. Я не боялась, ходила мимо. А кто к нам приходил, двери открывали и видели, лежит бабушка на столе. Ой, двери закрывали, боялись. И я была как бы старшая в семье уже, когда брат эвакуировался. Ходила за хлебом, моя была задача. Брала карточки, варежку и бежала. Были такие сугробы, снег не убирался. Была маленькая трубочка дойти до Чернышевской по Каляевой. Там угловой магазин, и за углом была булочная. Но собирались мы в 6 утра, люди ночами там вставали. Я приходила, конечно, не первая. В 6 утра мама меня подымала. Я одевала валенки не свои, большие. Меня закутывали в платок. Одни глаза только были. И шла за хлебом. Ну, там я, значит, подаркой стояла с людьми. Люди разговаривали о разные разговоры были о фронте, и о бомбежках, и где кто погиб, и как это жить, и прочее. И хоть бы к нам сейчас не попала бомба, начинается тревога, вой этот тревожный. Прячемся все подарку, стоим, прижимаемся. Да давайте ближе, ближе, нам теплее будет. Морозы были жуткие. Ну, стояли, значит, ждали, когда откроют булочную. И не знали, привезут хлеб или не привезут. А на Чернышевской, там и бульвар Фурштадтская, там хлебозавод. Там пекли этот хлеб. Ну, в общем, короче говоря, когда хлеб привезут, везут хлеб, такое оживление, все прямо веселеют. Хлеб, хлеб, привезли хлеб. Ну и когда булочная открывалась, мы шли туда по очереди, друг за дружку прямо цеплялись, заходили. Набивалась полная булочная ожидающих вот этих покупателей. Ну и нам взвешивали хлеб. Помню, был такой случай. Мне взвесили хлеб, и был довесок на буханке. Когда я взяла хлеб, а у меня была сумочка специальная под хлеб, и марлечка заворачивать хлеб, что если принесу, там крошки останутся на марле, чтобы съесть. Вот этот, значит, хлеб мне дают и довесок на хлеб. Ну, карточка мамина, бабушкина, моя и сестренки. На 4 карточки единым куском. Кладут этот хлеб на эту буханочку. Или там меньше буханочки, сейчас уж не помню. И я поворачиваюсь так от прилавка. У меня в этот момент хап, этот кусочек хлеба, довесочек. И там мужчина один закричал: «Ты что делаешь?» Схватил мужчину, парня,
А он в это время хлеб в рот пихает, он его бить начинает. А я кричу: дяденька, не трогайте его, не трогайте, не трогайте только его. Он упал, тут его ногами стал бить. Ой, я кричу: не трогайте. Я уж не помню, как я этот хлеб завернула и бегом из булочной побежала. Ну, потом был случай, ходила выкупать эти продукты. Подхожу, даю карточки и бетончик, чтобы налили вино к празднику. Она говорит: девочка, у тебя нет талончиков? Я говорю: как нет? Я не покупала еще вино. Говорит: нет, у тебя талончики срезаны. Значит, где-то я, когда ходила, покупала там крупу, или там давали вместо масла сыр, или масло, что я там покупала, давали крохи. Вот кто-то из продавцов отрезал у меня талоны на вино. Я пошла ни с чем, пришла, боюсь, мама приходит с работы. Ну как, купила? Я говорю: мама, у меня талоны когда-то отрезали, я даже не заметила. Ну, мама была очень добрая такая, она говорит: ну не плачь ты, разберемся, будем без вина. Ну подумаешь, ну нет и не надо. Раза 2 или 3 я ездила всего на Неву. Вот на Неву ехала, на санках приезжаю, там с саночками заберусь, это все обледенелое, все скользкое. Никто так это черпают, все слабые, все падают и катятся по этой такой склонной, облитой водой горке. Снег не убирался, а с водой идут, вода плескается, и получался прямо каток. Ну, в общем, короче говоря, мне 13 лет было, так я скатилась, мне это ничего. Я на коленке и черпала там, как могла. Конечно, мне было тяжело там брать воду, просила, там помогали, подливали. Никто не ругался ни на кого, как-то хорошо, все спокойно. Ну, привозила, ну, раза 3 я съездила на него, не больше. Ну, был случай, напомнила, когда я ехала с санками за водой, сидел мужчина около ворот на Каляевой. И так он сидел, закинув голову, и думаю, ему, наверное, плохо. И я проехала. Поеду обратно, может быть, ему попить дам. Проезжаю мимо, а он уже лежит мертвый, и это, зубы у него золотые, прямо весь рот, так как-то мне запомнился, лежит. Когда война началась, я училась в 5 классе. Я пришла в школу, и мне учительница говорит, что занятий сегодня не будет. Сначала были занятия, тревога, она нас под лестницу водила. Потом день или 2 прошло, она сказала: занятия прекращаются, если кто хочет заниматься, идите в 6-ю школу на Войновой. Мы пришли на Войнову в школу, там говорят: нет, занятий у нас не будет, хотите заниматься, идите на Фурштадтскую. Объяснили, к какому дому, все, пришли, а там объявление, кто хочет заниматься, вот квартира такая-то, дом такой-то. Я пришла, маме сказала, мама говорит: нет, не надо, не по лестницам не ходи, какие-то будут занятия. Наверстаешь потом все, а сейчас будь дома. И в детский сад Зою водить, и брать ее, и ты будешь бегать, и обстрелы, бомбежки, потеряем мы тебя, нет, сиди дома. Вот я дома была. Ну, потом вот этот Асавиахим перевели на Охту, на Большой Охтинский проспект, дом 80. Там была вот тоже школа подготовки командиров младших на фронт. Там я и училась в школе, 148-й. Оттуда летом была отправлена на огороды. Все лето мы работали на огородах, выращивали овощи для города. Но как мы выращивали? Мы прополкой занимались. Нас сажали к грядкам, давали большие длинные грядки, норму, вот эта гряда, и пропалывайте. Подруга моя с одной стороны, я с другой стороны. Мы пололи грядки, вытаскивали эту травку. Над нами летел самолет немецкий. Бросил листовки на нас.
Ну, тут появились военные с собаками. Листовки не подымать, не подымать. Ну, мы послушные были, не трогали. А мальчишки все-таки подняли. И потом, когда пришли мы в школу, где мы жили все лето, вытащили и смотрели. И немцы нарисовали бабушку старенькую у ворот с противогазом, и она вяжет клубок, и клубок покатился. И написали «Оборона Ленинграда». И тут же мальчишки вытащили листовку, показали, которую бросали немцам. Немец, туалет женский и мужской. У немца женский сапог один, на другом валенок, лиса через плечо. И он стоит и не знает, в какой же ему туалет идти, в женский или в мужской. Вот это я запомнила. Ну, так на огородах проработали вот все каникулы. Ну, потом ходили в госпиталь ухаживать за ранеными. На Охте я ходила, потом с Охты переправились обратно сюда, в этот район Дзержинский. И здесь я ходила к тяжелым раненым, нас не пускали, а к раненым, которые уже вот готовы на выписку примерно, такие вот легкие. Там мы раздавали градусники. Нас просили следить за градусниками, чтобы там не набивали бы, что некоторые хотят быстрее выписаться на фронт, стремятся, а другие хотят еще полежать. Что смотрите, что градусник поставили, чтобы руки у него были бы без действия. Кто только шевелится, и градусники нам сообщать. Ну вот ходили там все раненые, шутили с нами, все, доктор, дайте градусник, доктор, возьмите, какая у меня температура, все смеялись. Брали свой патефон, пластинки, заводили им музыку, они слушали, просили, принесите нам Утесова. Утесова несли. Клавдию Шульженко, Шульженку пластинки им носили, заводили. Вот это вспомнила. Что еще можно вспомнить?